Привет, друзья! Я думаю, такой задачи у многих из вас еще не было. Дан шар, есть циркуль и линейка, и требуется при помощи циркуля и линейки найти радиус этого шара, ну хотя бы приближенно, а на самом деле построить отрезок, равный радиусу шара. Ну, представьте, вы с девушкой пришли на какую-то выставку, там инсталляция, огромный шар, почти ростом с вас, и девушка достает циркуль-линейку и говорит: Вася, ну построй мне радиус этого шара, а потом измерим его уже реальной линейкой, узнаем хотя бы приближенно его величину. Вам повезло, что я очень хорошо черчу, поскольку я учился в техническом вузе, да, и у меня было по высшему черчению четверка по начитательной геометрии, была пятерка, по сопромату пятерка. Напишите, у кого по сопромату была пятерка, не волнуйтесь, я все дорисовал. Вот 20 лет в CorelDRAW. Итак, первый шаг, первое действие. Вот, циркуль и линейка у нас односторонняя, будем считать без делений, как это принято в задачах на построение в 7 классе, но это сегодня не принципиально. Отмечаю точку А на поверхности шара. А затем одним и тем же раствором циркуля отмечаю на поверхности точки М, Н и К. Ну, шар, конечно, может быть большой, но тогда я поближе к точке А все это проделаю. Мы на этом не будем зацикливаться. Получаю, что точки М, Н и К лежат на окружности вот шарового сечения, который представляет собой некий круг. Верно? Верно. Соединяю точки М, Н и К, получаю треугольник, вписанный в эту окружность. Вот это шаг 2 моего рассуждения. Из точки А опускаю перпендикуляр, и он попадает в центр О1 этого круга. Верно? Верно. И вот задача построить радиус этого круга. Я могу при помощи циркуля замерить расстояние между любыми двумя точками на поверхности. Ну, отложив их на некоторой прямой, получить длины сторон этого треугольника. Буквы я буду двоить, чтобы штрихи не ставить. Поэтому, скажем, вот взял точку М, там замерил, сделал засечку, получил сторону МН. Точно так. МК, все. В 7 классе первая задача построения треугольника по 3 сторонам. Вот над первым действием я строю треугольник по 3 сторонам. Это уже как бы 3-й шаг нашего решения. Затем нужно построить центр описанной окружности. Саму окружность рисовать не буду. Центр описанной окружности лежит в точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника. Вот вторым действием строю серединный перпендикуляр, и третьим серединный перпендикуляр к сторонам НК и МН. Они пересекаются в центре О1 описанной окружности. А где тут радиус? Ну вот я красненьким его и построю. О1М – это и есть радиус. Все, у меня построен радиус R1. Но я там сверху точно так продублирую и скажу: вот этот радиус R1 мы построили. Все. Дальше что? Приступаем к 4-му шагу нашего решения. Если я продолжу отрезок АО1, это перпендикуляр до пересечения с поверхностью шара, со сферой, я получу диаметр АБ. АБ – это диаметр 2R. То есть АБ – это диаметр. Диаметр. А теперь, проведя сечение шара, проходящее через диаметр АБ и точку М, я получу большой круг шара или большую окружность шара. И точка М будет лежать, конечно, на этой окружности, а угол АМБ, вписанный в эту окружность, будет опираться на диаметр. Значит, угол М будет прямой у этого треугольника. Теперь мне нужно построить треугольник по высоте МО1, которая R1, нами уже построена, и вот этому катету АМ, который я снова могу найти, замерить при помощи циркуля. Верно? Верно. Все, замерил, отложил на прямой. Он есть. Я даже нарисую реально, чтобы было видно, что вот это у нас будет АМ, а вот это будет у нас R1 построенное. Буквы буду двоить по-прежнему. Вот это пусть будет МА. МА есть такой отрезочек. И МО1, который мы уже построили, это R1. Все. О. Ну и теперь, если нужно вычислить приближенно, можно заниматься вычислениями. Вот. Можно взять реальную линейку уже с делениями, все измерять и так далее. Найти по Пифагору АО1 и, используя подобие закрашенного и большого, найти АБ. Разделить пополам, получим радиус. Но мы строим действие номер 5.
Итак, как построить? Строю прямую L, беру произвольную точку У1, из нее восстанавливаю перпендикуляр, это тоже задача 7 класса, и на нем откладываю отрезок ОМ1, который у нас R1. Так, потом длиной МА, радиусом МА, вот из точки М, строю окружность центром точки М, радиусом МА, и получаю засечку. Это точка А у меня будет. Вот точка А построена. А теперь нужно достроить до прямоугольного треугольника. Тогда я в точке М к прямой АМ строю перпендикуляр. Это вот такие простенькие там задачки в 7 классе. Построить перпендикуляр через точку. Все. Строю МБ перпендикуляр, Б точкой пересечения с прямой L. Это будет первый шаг. Прямую. Второй шаг перпендикуляр. Третий шаг я отложил радиус. Это будет вот третий шаг. Четвертый шаг строю вот перпендикулярную прямую. И все. И теперь нужно АБ разделить пополам. Так это простая задача. Из точек Б и А, как из центров, строю окружности одним и тем же радиусом по одну, по вторую сторону. Ну и провожу прямую через полученные точки. Это деление отрезка пополам, а заодно и построение серединного. Все, я нахожу точку О, и вот этот отрезочек ОБ и есть искомый радиус. Мне кажется, потрясающая задача. Я просто пишу сейчас учебник по стереометрии для 10 класса и буду иногда вам подбрасывать для тестирования и апробации некоторые задачи по стереометрии, самые красивые. Напишите, нужны ли они вам. Если не нужны, не буду. А я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Большое спасибо, что смотрите наши ролики. С вами был Валерий Казаков.